Итак, здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать на канал Секреты Outlook. Продолжаю знакомить вас с полезными и продуктивными секретами работы в программе Microsoft Outlook. Сегодня мы поговорим о такой интересной и важной теме, как отложенная доставка. Отложенная доставка – это когда письмо должно уйти не сразу, а через какое-то время. Для чего это бывает нужно? Например, поздравить с днем рождения в какую-то определенную дату или просто отправить письмо именно в то время, когда вы запланировали. Например, вы ушли с работы, а письмо за вас ушло. Посмотрим, как это можно сделать. Вот у нас заготовлено письмо. Давайте введем адресата. Пупкин, наш любимый адресат. Ctrl-K для проверки имени. Вот оно подставилось. Напишем здесь отложенное письмо. Посмотрим, что можно сделать с этим. Какой-то здесь текст письма. Пойдемте с вами в параметры. В параметрах есть прям такая специальная кнопочка, называется задержка доставки. То есть задержка доставки письма. Здесь уже стоит галочка, вот видите, параметр отправки, и стоит галочка «Не доставлять до определенной даты и времени». Например, у нас сейчас вот на часах 16:11, давайте поставим 16:12 и посмотрим, что из этого выйдет. Уйдет ли наше письмо. Вот мы ставим закрыть и отправляем письмо. Что происходит? Оно у нас ложится в исходящее. Вот, видите, вот оно здесь. Вот оно, отложенное письмо. Здесь у нас какое-то затесалось ненужное, давайте его удалим. В общем, в 16:12 оно должно будет уйти. Смотрим, время тикает. Итак, мы видим, что письмо у нас ушло. Давайте посмотрим, какие еще есть варианты. Например, вы хотите, чтобы все письма, кстати, это отличная практика, чтобы все письма, которые вы отправляете, задерживались на какое-то время, например, на 1-2 минуты, чтобы вы могли спохватиться и отозвать это письмо, или отменить отправку, или пойти отредактировать его. Для этого есть способ. Мы должны пойти в правила и нажать «Управление правилами и оповещениями». Можно создать правила, но лучше все-таки сюда. «Управление правилами и оповещениями». Нажать «Новое». Мы создаем новое правило. И мы говорим, что нам нужно применить правила ко всем сообщениям, которые мы отправили. Применение правила к отправленным мной сообщениям. Ко всем. Дальше нажимаем. Здесь мы, соответственно, не выбираем никакой критерий, потому что хотим, чтобы правило применялось ко всем отправленным сообщениям. Нажимаем дальше. Нас об этом спрашивают. Данное правило будет применено к каждому отправляемому сообщению. Это правильно? Мы говорим «да». Вот. Что теперь нужно сделать? Здесь прям для нас есть специальный такой пункт. Задержать отправку на число минут. Каких-то число. Вот это число мы можем выбрать здесь, нажав. Поставь здесь 1-2 минуты. Минимум 1 минута. То есть меньше нельзя поставить. Я лично пользуюсь этой фишкой именно в смысле 1 минуты, потому что 1 минута это ничто. То есть задержка это ничего страшного. Мы нажимаем дальше. И, собственно говоря, все. Больше никаких критериев нам не надо. Дальше. Называем это правило задержка на 1 минуту. Да? Нажимаем «Готово». Нажимаем «Применить». Теперь все письма, которые мы будем отправлять, вот, например, для примера, отправим Пупкину письмо. Пупкин, Ctrl-K. Давай Василию Пупкину отправим. Значит, еще один тест. Проверка. И отправили. Мы увидим, что это письмо не ушло, а лежит в папке «Исходящие» и ждет 1 минуты для того, чтобы отправиться через вот это конкретное время. Очень полезная фишка, очень рекомендую ей пользоваться. Сколько раз я ловил себя на том, что что-то написал, отправил и все не то, спохватился, а уже поздняк. На самом деле можно достать письмо из исходящих, зайти сюда, открыть, отредактировать, что-то написать. И потом только снова отправить. И тогда уже оно будет уходить в таком виде, в котором нужно. Вот такой вот секрет на сегодня. Пользуйтесь. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Может быть, есть какие-то комментарии, напишите их, соответственно, в комментариях. В описании к этому видео вы найдете ссылку на статью и также ссылку на интересный блог-канал, который называется «Мудрости» на Яндекс.Дзен. Всем пока. Спасибо.